Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я продолжаю искать интересные вещи в секонде и показываю те образы, которые я собираю. В этот раз хочу показать вам свою новую находку. Это брюки от H&M. Очень интересно они оформлены, именно внутренняя часть карманов выполнена из такой интересной, веселенькой ткани, и брюки очень комфортные, удобные, отстрочка просто идеальна, сели мне хорошо по размеру, такая интересная тоже пуговица фирменная, и брюки серого цвета, и на основе сегодняшних вот этих брюк буду собирать образы. Да, кстати, покажу еще несколько вещей, которые нашла и которые стоит рассмотреть подробно. Буду собирать образы и все покажу вам в подробностях. Показываю эту замечательную отстрочку. Но единственный момент, эти брюки мне оказались слегка длинноватыми, хотя их вполне можно носить и в развернутом виде, не подворачивать. Вот показываю вам внутреннюю часть карманов из этой веселенькой ткани. Но так как брюки вполне себе хорошую длину имеют и хорошее качество, нет следов износа, я их буду все-таки подворачивать. На мой взгляд, именно вот такие укороченные брючки мне больше подходят. И давайте, вот собрала серый образ, серая футболка, серые брюки, серые ботильончики с открытым носиком, тоже поближе вам их обязательно покажу. И вот такой скучный образ сегодня буду разбавлять и делать его более интересным с помощью бижутерии, различных аксессуаров. Кстати, все аксессуары, бижутерии, все сумки, палантины, которые принимают участие в моих роликах на этом канале, это все мои находки из секонд-хенда. Вот такой чудесный палантин, очень яркой расцветки, фуксия с красным и розовым, такое сочетание очень интересное. Давайте покажу, как с помощью вот простого палантина, любого цвета, кстати, если у вас есть в гардеробе какой-то палантин, яркий цвет имеющий, можно в этом сером образе использовать и сделать его более интересным, просто повязав на плечи, но этого, конечно же, недостаточно. Идеально, если у вас есть в цвет палантина и подходящий по стилю сумка, то вполне этого уже достаточно, но я всегда люблю делать образы собранные полностью, поэтому всегда использую в своих образах бижутерию. В этот раз я подобрала бижутерию, идеально подходящую под цвет палантина. Это перламутр, тонированный перламутр, бусины, собранные как вот серьги, и, конечно, покажу вам также вот и браслет, тоже сочетание стеклянных бусин и тонированного перламутра. Вот в такой яркий оттенок, который идеально совпадает с палантином. Как я уже сказала, вы можете использовать любой другой оттенок палантина. Главное, чтобы он хорошо сочетался. Причем я покажу, как правильно сочетать. И основное правило, которое нужно соблюдать, это, конечно же, холодные и теплые оттенки нельзя миксовать. В этом образе использованы все холодные оттенки, хотя разные цвета, но именно цветовая температура должна быть совпадающей. Ну и, конечно же, следующий образ, который я предлагаю собрать сегодня, это использовать мою новую находку. Нашла вот такой жакет. Это Кристофер Банкс в размере L. Это вещь просто отличного качества. Швы все выглядят замечательно. Я всегда заглядываю вовнутрь изделия. И вот именно от этой компании изделия отличаются тем, что выполнены с помощью потайного шва. Его еще называют бельевой шов. То есть вот самой именно обработки не видно. Все швы внутри. И такие миленькие пуговицы, идеально подходящие под оттенок. Сочетание замечательно, показываю вверх ногами. 55 это процент лен и 45 район. Район ткань это натуральное волокно, которое прошло химическую обработку. По спинке имеются вот такие зажимы. Взяла этот жакетик лишь потому, что у меня точно такой же жакет есть, но в другом оттенке. В дальнейшем я вам покажу, и отличие основное тоже вам
расскажу все подробненько. Ну и, конечно же, стоит поменять бижутерию. Здесь вот такой нежный, тоже холодный розовый оттенок. Хочется сочетать с более классическим вариантом бижутерии. И в этом случае я подобрала вот такие бусы из натуральных камней. Как раз сочетание холодных розовых оттенков, серых оттенков. Бусы классические, тяжелые, холодные. Но вот, мне кажется, идеально для нежного вот такого образа хорошо подходит, хорошо сочетается как с футболкой, казалось бы, обычная футболка, так и с этим жакетом. Также вот, мне кажется, образ собран. Напишите свое впечатление, как вы считаете, возможно ли вот такое использование бижутерии в сочетании с простой футболкой. Да, близко показываю вам обувь. Это обувь натуральная замшевая кожа, открытый мысик с перфорацией. Идеально подходит к этому образу вот такая спокойная сумка. Мне кажется, вот на этот момент образ полностью собран, такой завершенный образ. Напишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Так, следом я поменяла обувь, и это моя новая находка. В этот раз нашла вот такие мюли, ну, по-другому их называю шлепками. Это замшевая ткани, это, думаю, что не натуральная замша, а от Mericus натуральная кожа немножко отличается. В моем размере обувь отличного качества, такое ощущение, что ее просто не надевали, а состояние новой обуви, но взяла, потому что интересный оттенок, такое сочетание фуксия, бордовый, что-то вот такое. Акцент на себя эта обувь, конечно, будет брать и привлекать внимание. Ну, я люблю, кстати, вот подобную обувь носить в качестве домашней обуви, но вместо каких-то банальных тапочек, да, ну и в различные образы использовать ее можно. Конечно, чтобы немножко соединить с обувью, я поменяла бижутерию. Подобные оттенки, вернее, идеально совпадающие с оттенками обуви. И к этим бусам, колье подобрала вот такие серьги, люстры висящие, такие стеклянные капли, тоже по цвету идеально совпадающие с обувью. И мне кажется, вот образ, чтобы был более таким собранным, думаю, что жакет нужно этот убрать, и вполне себе без жакета тоже этот образ выглядит неплохо, если взять идеально подходящую, скажем, по оттенку сумку. То есть, посмотрите, база серая футболка и брюки серые, а все остальное, все аксессуары, подчеркивающие моменты, они именно вот в таком бордово-фуксиевом оттенке. Мне кажется, вот это колье идеально сочетает, даже если не точное совпадение, скажем, по оттенку обуви и сумки, то вот именно колье их соединяет и хорошо между собой дружить заставляет. Да, вот то, что я говорила ранее. Посмотрите, точно такой же жакет, тоже от этой же компании, в размере S, тот же состав, ну, все то же самое, но смысл в том, что почему я показываю вам этот жакет, который ранее тоже купила, это именно для того, чтобы вы обращали именно внимание на тепловую гамму. То есть вот опять 55% лен, 45% район, и вот по спинке то же самое, вот такие складочки идут, и пуговицы тоже. Ну, в принципе, то же самое, только в другой цветовой ткани они выполнены. А почему этот жакет нельзя использовать к розовым, вернее, к серым вот таким базовым вещам? Видите, отличаются. Холодный оттенок футболки не сочетается с теплым оттенком жакета. Ну, вот это вот одна из причин, по которой я именно вот этот розовый жакет в холодном оттенке все-таки взяла. Попробовала поиграться вот в этом образе. Я поменяла обувь на обычные кроссовки розовые, жакет такой поменяла. Ну и, конечно, бижутерию, что-то более простое для этого образа, думаю, стоит подобрать. Это винтажная бижутерия, по-моему, от Сары Кавентри. Вот такой классический колокольчик, кулон в сером, вернее, в белом металле. Ну и, конечно же, к этому образу также стоит поменять и серьги. И так, чтобы образ был все-таки и нежным, и все-таки не плоским. Бижутерии все равно тоже использовать нужно, но более такого спокойного, не выбивающегося стиля подбирать. Подобрала также серьги в таком же оттенке металла. Ну, классическая овальная форма.
так, чтобы, как говорится, не сильно на себя внимание привлекала эта бижутерия, но все-таки, чтобы она была и не сбивала, скажем, вот этот вот розовый, нежный, скажем, такой цветовой мотив. Также серую сумку классическую, чтобы образ немножечко оживить. Ну и, конечно же, следующую вещицу, которую хочу вам показать, уже переходя на более холодное время сезона, приобрела вот такую. Но это даже не куртка, вот в полном ее понимании, но она именно имеет спинку и передние полочки. Это, как называется, перо, да, перо, натуральное перо, и очень она мягкая вещица, очень нежная, но и к тому же она очень яркого оттенка. Вот состав я вам показываю. Рукава и боковые полочки выполнены из такой ткани плотной, которая будет также и придавать форму. Есть карманы, но она такая теплая и такая мягкая, вот, скажем, брать ее в дорогу, это просто великолепно. Стерт уже, видите, сам название магазина, но если что-то просмотрите, я знаю, что это что-то из очень дорогого магазина. Здесь что-то у меня кошачий пух прилип к этой курточке. Но сейчас покажу на себе. Она, как я уже сказала, очень теплая и для, скажем, занятий спортом в холодное время просто великолепно. Ну и я люблю подобные вещицы и в обычной жизни, в повседневной жизни носить. Конечно, бижутерию здесь лучше не использовать, а именно вот такой вариант, это просто классно. Сумку, ну, классическую черную, сейчас вижу, что не совсем удачную сумку я подобрала. Следующий образ — это футболка с длинным рукавом, очень мягкая, идеально сочетается с серыми брюками, и в тон этой футболки подобрала также кроссовки. Бижутерию к этому образу взяла вот такую, в желтом металле, это позолота и мелкие кристаллики розового цвета. Очень нежные такие серьги, удлиняют шейку, и если, скажем, вы используете длинные серьги, то лучше всего оставлять декольте не, скажем, не заполненным, особенно если форма декольте вот такова. Мне кажется, образ не тяжелый, классный, и вполне себе можно поиграться также с палантинами. У меня много палантинов. Серый палантин сочетается с оттенком брюк, но более светлого тона, и просто можно завязать в холодное время. Это будет не только украшать, но и немного согревать. Конечно, разные способы есть повязывания палантинов, платков, я их тоже использую и часто ношу, и, конечно, не только для того, чтобы согреваться, главное, чтобы это все было красиво, главное, это красиво, красота. И разные способы повязывания, ну, самый вот простейший — это вот такой жгут, можно просто повязать. И в этом случае, конечно, никакое колье, там цепочки никакие сюда лучше не использовать. Ну и как вариант, опять-таки, к серым брюкам идеально подходит вот такая спокойная сумка из натуральной замши. Тоже я вам ее показывала. Это тоже совсем недавняя моя находка, покупка из секонда. И тоже часто люблю я этой сумочкой пользоваться. Но сейчас, скажем, вот загорелая кожа и все светлые оттенки, особенно если вы брюнетка, выглядят очень выигрышно и подчеркивают именно вот этот контрастный уровень, добавляют и какую-то внешность делают более яркой. Конечно же, следующий образ, который я хочу вам сегодня предложить, это образ более такой на этой же основе. Хочу просто показать варианты бижутерии. Но если вы используете какие-то бусы, вот тот жгут, который я сейчас примеряю, конечно, серьги нужно либо поменять на обычные пусеты, мелкие шарики, либо вовсе их не использовать. Не забывайте, что в
если вы хотите использовать бижутерию, то главное условие — это не переборщить. Лучше не дотянуть, чем чтобы это было с излишком. Ну, вот этот вариант, мне кажется, хорош. Ну, и есть у меня в гардеробе жилеты, очень много жилетов, вот идеально к розовому вот этому джемперочку тонкому хорошо подходит именно вот такой жилет. Это тоже не помню какой известный магазин, тоже на пуху, он тоже очень и легкий, и теплый, и комфортный, к тому же есть воротник искусственный мех. Тут все, конечно, Greenpeace, никто натуральные меха не носит, поэтому украшать и утеплять себя можно как-то с помощью вот таких искусственных мехов. Можно, как вот в этом варианте, носить, но он такой прям розовый жилет, очень такой комфортный, ну и, соответственно, конечно, лучше бижутерию к этому варианту не надевать, либо, ну, во всяком случае, длинные серьги не надевать, а что-то вот пусеты какие-то, можно что-то вот такое не висячее, чтобы не запутывались элементы серег в меховой вот этой воротничке. Ну, можно поиграться с сумками. Взяла тоже холодного оттенка серую светлую сумку. Мне кажется, светлая сумка вот в этом образе будет более выигрышно смотреться. Также взяла вот просто белую сумку, но мне кажется, форма сюда более подходящие. Конечно, можно дополнить и серьги, скажем, освежить именно и подчеркнуть нежность розового, конечно, с помощью белых сережек. Люблю серьги-кольца разного оттенка. Это металл, покрытый эмалью. Тоже вот такая техника бижутерии, она очень актуальна, во-первых, ну и она не выходящая практически из моды и всегда носибельна. Облегченный вариант, следующий образ хотела вам показать, это фуксия блуза, яркая, тоже это натуральный шелк. Ну, кстати, вот этот вариант можно использовать как первый слой для каких-то других аутфитов, и тоже идеально по цвету подходит вот это вот колье, эти же серьги оставила. Ну, в общем, вот серое сочетание с розовыми элементами классно работает. И решила немножко поиграться. Вот такой кардиган серого цвета с черным крупным принтом. Конечно же, к этому образу нужно поменять бижутерию. И это серебро. И, по-моему, это роза из натурального перламутра собрана. Очень такая акцентная вещица, яркая. Мне кажется, образ получился совсем не скучный, такой комфортный, домашний и в то же время яркий, не плоский. Этот образ мне тоже очень нравится. Ну, как вариант, как дома, так и на выход вполне можно вот таким образом нарядиться. Ну и, конечно, такую спокойную сумку к этому образу, это самое то, что нужно. Я также люблю часто использовать кардиганы. И кардиганы, они, скажем, не только утепляют, но и, конечно, украшают. Особенно вот такой яркий акцентный кардиган в сочетании с такими спокойными вещицами классно. Вот следующий образ, футболку с длинным рукавом. Она такая, на первый взгляд, простая, но за счет цвета она очень ярко смотрится. Серьги подобрала тоже простые. Пластик, окантовка розовый, идеально подходящий. И по центру белый цвет, особенно если вы брюнетка, шатенка, то белые серьги, они всегда будут оживлять. Подобрала вот такой жакет, ну это даже не жакет, а очень ажурный джемперок в качестве утепления, в качестве такой игры. Тоже, мне кажется, классно работает. Серый цвет, но образ такой интересный получился. Он вроде как простой, но многослойность мне тоже нравится, и она всегда актуальна. Главное, правильно это делать, сочетать яркие оттенки и вот такой розовый тоже мне классно, мне кажется, подходит. Чтобы сделать этот образ еще более сложным, можно, конечно же, поиграться с палантинами. Также можно, мне кажется, бижутерию сюда, конечно, никакую не надо использовать. Сам рисунок этого легкого джемперочка, он
на себе внимание очень хорошо привлекает, поэтому лучше всего использовать какой-то палантин. Я этот же палантин использую из прошлого своего образа, просто повязав, можно сделать этот образ более интересным, таким как бы творческим, ну и, конечно, немножко утепления придаст вот этот палантинчик. Мои дорогие, всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. Напишите, пожалуйста, свое впечатление, что понравилось, что не понравилось. Возможно, если есть какое-то замечание и что-то, по-вашему, я сделала неправильно, тоже напишите. Прислушиваюсь ко всем вашим пожеланиям, по вашим дополнениям и замечаниям. Увидимся в следующем видео. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.